Что, дорогие мои, добрейшего вам всем хмурого немного денечка. В общем, сейчас будет выпуск, наверное, 2 месяца из жизни в Турции. Интересно, много всего будет. Заодно увидите, как проходит жизнь за 2 месяца в Турции. Быстро в одном коротком ролике. А сейчас у нас, что, ноябрь месяц. Смотрите же, какая погодка. Это прям заряд позитивных морских, да. Сейчас 17 ноября у нас. Вот, пишите, что еще поснимать. Потому что многие пишут: Жень, давай освещай еще новости какие-нибудь из мира туризма или из мира Турции. Пишите обязательно ваши комментарии, что поснимать. Вот, скоро у нас будет интересное путешествие в новые страны, перелеты. Все, как вы любите, как раньше. Что-то сидели немножко в Турции, да? Вот. Всем заряд пенных, морских. Ну и, конечно же, жду вас всех тоже в Турции здесь. Кто хочет купить квартиру, пожалуйста, летайте. Кто на аренду хочет, много разных вариантов выставляю. Сейчас второй канал открыл. Туда тоже заходите, подписывайтесь, смотрите. Там меня тоже можно частенько видеть. Там прям вообще онлайн выходит видео. Что-то снял, сразу туда выложил. Если я езжу, снимаю очень много всяких квартир на вторичке. Сейчас недорогие варианты выкладывал там от 110 тысяч, 2+1 у нас в Форме. От 160 новый дом, вообще тоже в СРСУ обалденный дом, нового качества. Ну плюс за рассрочки тоже есть, там от 107 тысяч. Есть даже квартира от 90 тысяч в Белеке. Вот, сдача 24 год. Все в рассрочку. Просить всю стройку можно в рассрочку. Если что-то ходить, смотрите, там много всего интересного. Вот, заходите, подписывайтесь. В Телеграм подписывайтесь, там тоже все онлайн. Вот. Кто хочет купить квартиру, вы знаете, где искать. Меня тоже под видео все ссылки есть на меня. Кто хочет в отель, тоже ссылочки там на Жанну. Подходите, подписывайтесь. Все, смотрите, как все сейчас кафешки все поубирали. Там, видите, уже начало штормить. Сегодня первый шторм, который я вижу. Кстати, ну он не сильный, видите, ветра сильного нету. Но все поубирали. И вот сейчас волны уже до сюда добивают. Заряд вам всем пенных, морских. Я вообще приехал на кайте покататься, взял кайт с собой. По прогнозу ветер 7-8 метров в секунду. Приехал, а ветра нет. Одни волны. Все, заряд вам всем, и погнали. Не забывайте поддерживать лайком и комментарием. В прошлый раз, когда поддерживали, прям очень круто видео залетали. А сейчас вообще ничего не набирают. Алгоритм, просто что творится с алгоритмом YouTube, я не знаю, что такое. Все, заряд вам, вы мне заряд. И увидимся в видео сейчас. Да, еще знаете что? Напишите, в какой стране вы хотели поехать отдохнуть. То есть, куда нам сейчас еще планируют поездочки поснимать. Прямо в комментариях много-много пишите. И в какой стране хотя бы купили жилье. Тоже пишите. Да, Дубай, очень многие сейчас там отозвали. Таиланд, вот, Бали чуть поменьше. Пишите, где Сербия, Кипр, на удивление люди мне пишут. Это там непризнанная республика. Но недвижка там типа подешевле. Потому что сейчас планирую поездку, куда ехать. Уже много партнеров везде, по всему миру. И надо все ехать лично вам снимать, показывать. Там сейчас под запросы работаем, люди пишут, что надо. И мы все это отправляем. Вот. Плюс на сайте можете смотреть тоже, в Телеграме все это обязательно есть. Зайдите, посмотрите. Сейчас выкладывал предложение в Таиланде. Квартира от 37 тысяч евро всего лишь. И 500 метров до моря. Очень классный район, русскоязычный, населенный. Вы заходите, смотрите. И в Дубае тоже выкладываю туда варианты. В общем, обязательно пишите. Пусть у вас будет, мало ли когда-то пригодится, или кому-то из родственников, или знакомым. Кстати, на YouTube как не зайдешь, везде, да, написано? Рост цен адский в Турции. Давайте с вами что сделаем. Посмотрим, какой ценник у нас был 2 месяца назад и какой ценник сейчас. Да, у нас сейчас сказал, да, 18 ноября. Тот же рынок, те же прилавки. Сейчас пройдемте по основным продуктам, и я вам покажу, что есть. Ну, уже потом вы увидите в ролике, дальше смотрите. А в начале ролика мы сейчас с вами возвращаемся на 2 месяца назад и смотрим, что было, и потом увидим, что будет. Так, ребятушки, обязательно смотрите этот выпуск до конца. Сейчас мы с вами вместе здесь в этом выпуске проведем сравнительный анализ, и вы немножечко обалдеете. В хорошем смысле слова. Смотрите, ничего не перематывайте, не пропускайте. Ну что, всем добрый субботний привет. У нас сегодня суббота, выходной день, приехали на пляж. Дикарем, рядом кафешечком, вот так вот. Зонтики, я вот эти же еще отурчанился еще сегодня, уже стул купил, зонт, стул. Скоро это чайник будет у меня, знаете, самовар, горелка. Все как положено. Знаете, атмосферу вам немного на пляж. Да, народу не очень много для субботы. Сентябрь месяц у нас, водичка прекрасная, как всегда, чистенькая. Сегодня небольшой ветерочек есть, можно даже на кайте получится стартануть разок. Сейчас если раздует, там сейчас недостаточно ветра, 1,3 метра сейчас в секунду. Надо 5. Всем заряд пенных, морских, чистеньких, эмоций вам солнечных. Оставляю вас на берегу с этими пенными, с этой пенкой. Пойду купаться, все уже были, а этот один стоит. Снимаем. We can go insane. I can feel it, it burns inside me. We can run away. We don't gotta stay.
субботний рынок. Давайте немного цены вам покажу. Огурцы 10 лет, помидоры черри 15 лет, перчик тоже по 10 лет. На 3,6-3,8 нажать примерно так получится. Цена в рублях. Ну, это совсем недорого, мне кажется. Как говорится, цены поднялись там. Магазины. А на рынке видите, нормально. Что-то эти 80 лет грибочки. Здорово. Потом еще немного снимаю. Вот так вот что. На паузу ставьте, смотрите. Морковка 20 лир. В одно время была по 40. Сейчас видите, упала цена. Сезон, зеленушечек 15-20. По 10 вон там что-то и... Так, я сегодня без тележки сейчас, поэтому мои руки обрастут пакетами, уже снимать будет сложно. 25 лимона, баклажан 15, 17 огурчики, 10 помидор, 20 такие другие. Арбуз 12, ну покупаем по 9,90, я нашел один магазин. И там всегда очень вкусный арбуз, вообще никогда не было, чтобы был плохой. Так, я там беру. Так, давайте здесь чуть-чуть по фруктам пройдемся. 35 у нас виноград, клубнику не написано сколько. 30 у нас. Инжир, кстати, вкусный продается, тоже пробую. 35 яблочки у нас. 45 эти нектарины, 45 дорогие нектарины. Так, у нас тут небольшие приключения начинаются. Вот такой красавчик у нас здесь сидит, видно вам, нет? Давайте отсюда вам покажу. В общем, у нас здесь черная киска, маленькая. Иди сюда, вот она. На мангале сидели, она к нам прибилась, очень ласковая киса. Привезли ее в ветеринарку, потом будем куда-нибудь пристраивать. Оля распереживалась, расплакала. Киса там плачет, да. Кисы кровь берут, то есть анализы возьмут все, посмотрят, что у нее все в порядке. Если что-то не в порядке, надо таблеточку и все. И она будет здоровая. Что-нибудь, например, мисочку. Какую-нибудь миску сейчас купим, да, чтобы у них разные были. Игрушечку, чтобы кошку не взяла. Ошейник хотели можно. Доску для серфинга купить. Быть с папой кататься. И теперь новая сумка. Сумка с кошкой. Она такая спокойно, ходит спокойно. Можно по строительным магазинам с ней ходить. Давайте. Раз, два, три. Ну прыгать. Все. Раз, два, три. Вот это, давай, рыбу делай. О. Все, у нас последние деньки с бассейном. Я так чувствую, потому что холодать начало. Не знаю, на улице 33-34. Наоборот, теплеет. А в бассейне холодает. Сейчас мы с вами замерим водичку. Пускай градуски. Я уже, конечно, померил. Но для вас я отдельно замерю. Вот такие вот делишки. Но что-то мне подсказывает, что вода должна прогреваться, когда на улице теплеет. И ночью сейчас тепло. 25 было ночью где-то. Даже 25, 26, да, вот так вот. Ну, иногда опускалось на 24. 22 было. Вот один денечек такой прохладненький. Ночью, точнее. Но на улице когда 34, здесь солнце так чигарит днем. Тут мне подсказывает, что сюда добавили холодной водички. Оно либо уже положено так по нормативам, то есть воду все равно надо добавлять в смесь с химией. Либо добавили, чтобы это поменьше народ купался, побыстрее слили воду. Потому что обычно, как бы, сколько там в конце октября ее сливают. Что, достаем? 26,3. То есть это довольно-таки холодно. Вчера была 27,5. На 1 градус упала вода при учете роста температуры окружающей среды. Кто-то добавил холодной воды, надо будет сказать. Попади, чтобы не баловался. Путь уже этот нагревается. Вот. Но все равно скоро сольют, поэтому последний. Может быть, такие кадры. Не, ну вообще что будет, заряд вам. Бассейн это может. Может после садика, после школы приехал, в школу ходим. И пошли купаться с детьми. А когда на улице темно, пора заниматься в тренажерном зале. Так хорошо, вечером уже не жарко. Ветерочка не хватает. Окна открываю, опять занимаюсь. Бицепс, трицепс, жим. Мне не хватает здесь, когда на максимум ставлю. Маловато надо вот на брусьях идти доделать или еще на чем-то. Такая у нас красотишка. Здесь отсюда вышел, опаньки, потом и в басик сразу занырнул. Всем спортивного вечера. У меня вот такой пояс, это чтобы поясница не болела. Это я так говорю, на самом деле, чтобы живот не вывалился. Чтобы не толстый, потому что шутка для поясницы. Она больная. Доброго всем. Субботняя утречка. Сейчас в бассейн спустился. Надо позаниматься. Короче, нашел для себя тут. Я давно нашел. Еще 2 года назад, к концу переехали, практически скоро 2 года будет, скоро будем отмечать. Знаете, вот здесь можно пресс качать, широчайший, подъем переворотом. Я даже сделал, не важно, что это толстая труба.
Все, уже занимаюсь, уже 3 сделал. Уже в Инстаграм, в Телеграм вам поснимал. Вот здесь, смотрите, вообще круто. Можно как на брусьях отжиматься. Схватился, отжимаешься. Вот так, а потом бассейн. Там уже народ пищит, визжит. Субботнее купание устраивает. Я тоже жду, не дождусь. Потом у нас еще сегодня обновление мангала, мангальной зоны. Там вон материал привезли. Ребята будут делать, все выкладываем, а потом покажу, что там получится. Должно быть все красивенько. Огнепорным кирпичом выложит. Гранаты скоро поспеют. Все, красота, доброе утро. Все, теперь let's go под пальму, бассейн. Ну, не лежать, а плавать активно еще минут 20. Потом завтрак. Так, ну что, давайте я с собой что ли возьму. У нас последние такие теплые одиночки бассейна, потому что бассейн тихонько остужается, скажем мне. Скоро будут сливать. Я вас с собой возьму. Сейчас много еще. Температуру вам покажу. Я вот снимаю на YouTube. И в Инстаграм, и в Телеграм. Чтобы везде было. Еще у меня тут градусник уже набрался, как положено. Сейчас покажу вам. На эти 25,2. Вот на нижнюю смотрим. Такая вот температурка. Ну сейчас еще пока солнце светит днем. Может прогреется еще на полградуса. На ночью вот сейчас бывает 22-21 уже. И потихоньку все охлаждается. И бассейн, конечно, ну, купаться не будет сливать. Но море 28 пока. Можно плавать. Это странно, такое солнце горячее. Теплое. Мне кажется, бассейн должен не так быстро остывать. Всем заряд бассейновых эмоций. Якшандар, добрый вечер. Знаете, сейчас приехали в бич-парк. Есть такая уличка гуляльная, кафе, рестораны. Музыка играет, очень классная атмосфера. Видите, как можно посидеть. Там у нас море, не знаю, вам видно, нету, там где светится, там уже море. Фламинго пляж, мы там были как-то разочек, я вам показывал. Нам здесь очень нравится суши. Йото суши, такая штука, у них есть приложение, туда заходишь, там очень хорошие акции. Там клир за 600, нужно огромнейшую порцию, на 4 взять, просто гигантский. 4 сюда ездим. Слушай, там в бич-парке в Курме у нас тоже есть йото суши. Вообще много где есть, можно прям приложение скачивать и трапезничать. Доставка тоже есть. Видите, заходите в приложение, здесь всякие сеты, вот они, акции. Компания называется в Турции, компания как акция называется. То есть иногда бывает, что здесь нет этих сетов, а здесь они всегда есть. Кстати, такой же лайфхак, с Макдональдсом ставить приложение, и через него всегда акции, которых нету в офлайн магазине. Смотрите, в Турции, оказывается, тоже есть осень. Здесь у нас лиственные деревья. Ура, Золотые. Кленовый лист. Кстати, похоже на клен, да? Ну, это разновидность клена. Вот такая порция огромная. 599 лет. Что, ребятушки, смотрите, какая красота. Угадайте, где мы. Это у нас пляж Алтын-Таш, так называемый песчаный, красивейший. 5 километров бесконечного пляжа. Огромный широкий пляж. Вот так, видите. Инфраструктура, кафешечки открываются. Тихонько, очень красивое место. Кто обожает песчаный пляж, это просто сказка. Классно, да, здесь? Дальше я вам покажу. Такие кафешки с своими шезлонгами. Там дальше еще есть кафе с пирсами. Прям на пирсе кабаны стоят. Смотрите, какой широченный пляж. Места здесь всегда хватит и всем. Пришел, лег, вот как там, все. Никто тебя не трогает, никто не мешает. 5 километров вот так вот. Там еще всякие парки идут. Парк песчаных скульптур. Много всего интересного. Смотрите, какая красота. А когда закат, здесь вообще обалденно. Солнышко туда уходит. Такая прям здесь красотища. Это тоже такая гуляльная улочка. Дорожка 5 километров. Брусчаточки. Вот, в одну сторону кафешки тоже, видите, аренда всяких гидроциклов, квадроциклов, чего только нету. Плоходики ходят. Очень классно. И плюс, смотрите, здесь еще все, туалет, кстати, тоже бесплатный, муниципальный. Такой парк. Здесь пришел, взял с собой шашлычок, решетку, угольки. Бесплатно сел, пожалуйста, жаришь, все, вода есть. Все, мест полно. Там дальше еще такие же зоны, то есть огромные лесопарковые зоны еще своя будет. Очень классно. Место будущего, я реально говорю, что это Алтын-Таш, это
реально будет, вот посмотрите, через лет 7, а через 10, так это вообще будет лучший вообще пляж, лучший район всей Турции, наверное, можно так сказать. Ну, Анталию уж точно. Потому что все комплексы будут новые, все красивые, современные, построенные. Как хочешь в тенечке, хочешь на солнышко, огромная, видите, пикниковая зона. Это пихты, облепихты, наши любимые, вот облепихты, вот пихты. Так, вот смотрите, пример вам, вот этаж, вот уже достроенные комплексы. Видите, как люди уже все вовсю живут, доставка вон работает, прям Яндекс сюда возит. Шутка, это не Яндекс, но какая-то местная компания. Как подземная парковка, наземная, все, полностью функционирующие комплексы. Видите, как все уже достраивается, все, там дорог сейчас доделают, и будет прям жилой райончик. Кое-где здесь встречается старый фонд, вот такой, но он тоже нормальный, симпатичный. Может, с этой южной части тоже можете выбрать, если хотите целый день солнышко. Вы одну квартиру или две хотите? Но я под себя, наверное, одну возьму, и вот, возможно, с товарищем мы вместе возьмем еще одну. Приехали, выбираем квартиры. С лучшим видом, вот смотрите, от 108 тысяч начинается, здесь у нас море, Локация очень хорошая. здесь от 118. Вот сейчас выбираем самые оптимальные квартиры, каждым этажом плюс 2000 будет. Здесь рядом будет парк такой же, как в Америке, как Централ Парк. Так, ну что, продажи еще не открыты, этого, скажем так, комплекса по этим ценам, но мы уже здесь, вот уже сидим, выбираем. Лучшее место, лучшее расположение. Вот смотрите, от 108 тысяч будет цена. Да, почему такая низкая здесь цена? Потому что здесь будет окна, но здесь будет 18-20 метров. А есть места, где еще шире будет. То есть сейчас выбираем лучшую квартиру. И от 118 еще на другие стороны уже можно выбирать. Ну, тоже, кстати, невысокий прайс. И плюс с каждым этажом 2000 цена прирастает. Всего будет 9 этажей. 2 блока. Этот пока продаж на них нет, потом откроется. Ну, там будет либо под инвесторов этажами уходить, либо под отель. Вот, так что, если кто хочет, пишите. Квартир не очень много будет 108, потому что вот эта линия будет. И когда она вся закроется на первом этаже, уже по 110. Ну, разница небольшая, можно, в принципе, второй и третий выбрать. Еще гириш этажи, там, получается, свой сад будет. Вот сейчас на них цены узнаем, потому что еще, видите, ни шахматки нет, ничего. Мы приезжаем в самые первые, по инсайду, скажем так, инсайдерской информации, и выбираем самые лучшие квартиры. Сейчас их будем бронировать, потому что когда выйдет шахматка, дешевых квартир не будет вообще моментально. То есть все раскупится. У меня уже не знаю сколько. Сейчас мы с ребятами 2 квартиры, еще 2. И то есть, ну, квартир 6 сейчас уже уйдет вообще в течение одного дня. То есть, кто хочет, пишите, может делать онлайн презентацию. Вот сейчас мы еще поедем на локацию, там дрон запустим, вот, все поснимаем, какие виды будут. Могу показать, с какого этажа какой вид будет. Вот. Но есть еще в другом проекте, который в 25-м году дается. Это, да, в 26-м сдается году. В общем, вся полезная информация, подробная, где-нибудь будет ссылка. Потому что я сейчас все буду вам рассказывать про отделку, про полное наполнение, там и теплые полы, и все будет. В общем, этот ролик никогда не закончится. Вот он сам проект, такой огромный будет, но там все под видео вы видите, всю информацию. Есть прям целое видео, можете посмотреть. Конец стройки. Декабрь 26 года. И рассрочка, кстати, беспроцентная до этого времени. Так, вот сейчас доехали до участка. Здесь вот будет строительство. Видите, рядышком уже тоже соседи строятся. Смотрите, какой панорамный вид отсюда, обалденный. Здесь вот прям на закате. Вот там у нас Анталия, получается, наша. Конь-Алты, там закат будет. Я вам даже кадры с дрона приложу. Сейчас тоже хотел попробовать полетать чуть-чуть. Вот, красиво. То есть вид на долину будет в эту сторону, в ту сторону у нас море. Вот здесь северная будет сторона, туда сторона южная, где море. Открытый бассейн занимает площадь 2500 квадратных метров. Так, ребят, недавно была презентация у нас нового объекта. Давайте сейчас зайдем, посмотрим, как это все будет выглядеть. Вот сейчас шоурум. Он в процессе, но я решил вам все равно поснимать сейчас, пока еще не доделан. Когда делается, тоже приеду, покажу вам все. Так, что начнем? Смотрите, у нас 1+1 здесь, да, где-то площадь в районе 50 метров получается, да, то есть там разные площади 47, 50, 52. То есть здесь минимальная цена сейчас уже, потому что до этого у нас была цена на 15% ниже. Теперь 147 550 евро. 1+1, 2+1, 212 540 евро.
Если мне сегодня кто-нибудь напишет, попросит минус 15%, не знаю, может быть, с каким-то чудом я договорюсь с застройщиком, но нет, вот, потому что мы сейчас приехали с клиентом, я его уже забронировал на эту цену, потому что мы опоздали немножко, человек летел из Москвы. Нам делают цену, потому что я ее забронировал. Не знаю, в каком-то, может быть, экстренном случае, пишите, может быть, я договорюсь, ну, знаете, мои способности, договариваюсь. Поэтому... Так, шкаф тоже входит, это у нас спальня, балкон, окна в пол. Это у нас строительство вот этого комплекса. Это у нас предыдущий, точнее, комплекс. Это у нас Акрополис. А вот там будет у нас строительство. Видите, уже даже котлован выкопан. То есть работы все уже вот они ведутся. Продажа началась уже с готовым котлованом. Хотя цена как на котловане. Так, здесь пойдемте дальше. У нас ванна. Здесь там ничего не видно сейчас будет. Но сейчас, когда свет будет уже, я приду сниму. Все, входить будет сантехника, душевая кабина. Все, краны, все что угодно. Вся разводка уже сразу сделана под этот батареи, все будет. На Хайнцгрохе будет, кстати, вся техника, сантехника. И здесь у нас тоже окна в пол, здесь будет французский балкон. То, что там за окном, не обращайте внимания, видите, все обработано. Все эти кухонные шкафы, то есть все это будет входить в стоимость. Все розетки, все полностью чистовая отделка, только ставишь себе кровать, шкаф он уже будет уже. Все это будет входить в стоимость, то есть только кровать поставил себе, стол, все, чашку с кофе, кофемашинку и заходишь, живешь. Дача декабрь 2025 года будет, это у нас Мегаполис, новый вот этот проект. Вот, если что и не рассказал, но информация под видео будет, и то, что вы видели тоже, поэтому пишите. Застройщик надежный, все очень быстро строит, все, котлован есть, сейчас я вам покажу, да, вот здесь вот мы в прошлый раз были, здесь вообще были нулевые этажи, буквально 3 месяца назад. Смотрите, как все построено. Это у нас уже, по-моему, там второй. Вот там вообще 1, 2, по-моему, 4-й этаж уже выводит. Очень быстро строит, качество тоже очень хорошее. Я каждый раз, когда приезжаю, показываю вам здесь толщину бетона. Видите, внизу гидроизоляция. Это у нас подземный этаж. Минус первый, там парковка. В общем, вся инфраструктура, все вообще там, и гольф-поля, и теннисные поля. Гольф не будет, естественно, баскетбол, футбол, то есть, все там в презентации есть, поэтому можно онлайн-презентацию даже записаться. Я вам покажу. Удаленно, кстати, тоже можно сделку провести. Еще есть, что главное, рассрочка. Беспроцентная рассрочка. Двери тоже все в качестве. Так, ну и после утреннего заплыва, мне его маловато. Я решил еще на тренажерке прийти позаниматься сюда. Здесь бицепс можно сделать, трицепс широчайший. Здесь брусья с прессом, здесь тоже можно пресс сделать кое-как, конечно. Сейчас я покажу вам, таймлапс записал. Тяжело, конечно, здесь делать, но изворачиваешься и нормально. Самое главное, вот, ты занимаешься, смотришь на эту красоту, тебя обдувает ветерочек, свежо. Потом может еще разок пойду окунуть. В общем, классно, видите, здесь пресс можно качать вот так вот, классические такие тренажеры вот здесь. И велосипед можно покрутить. И далее, в общем, ляпота. Всем спортивного доброго утра. Что, друзья, мераба, аркадашлар. Значит, привет, друзья. Смотрите, какая у нас атмосфера. Еще пока что сезон в разгаре. Видите, кафе стоят, народ на пляже, вон сколько. Сейчас у нас утро, 11 часов. Я уже с 8:30 приехал, поплавал. Потом что-то казалось мне мало занятий по плаванию. Так вот, километр я проплыл. Я потом еще пошел здесь позанимался на турниках. Сейчас еще разок заплыву. Ну, и к тому, что народу много, вода 27. Сейчас покажу вам кадры. На iPhone снимал. В общем, сезон еще весь ноябрь, а то и декабрь. Можно смело прилетать, плавать. Хотите в отель, хотите в квартиру, на аренду, на покупку квартиры купить, жить в своей квартире, приезжать как на дачу, и так для инвестиций. В общем, все разные варианты. Приезжайте, ждем. Все ссылки под видео, вы знаете, куда обращаться. Там все, Инстаграм, Телеграм, почта. Все удобные способы связи, кому как нравится, все есть. И по турам вся информация, по отелям, и по квартирам. Ссылочки есть, можно зайти посмотреть какие-то варианты, прицениться так для себя, чтобы быть в курсе. Всем заряд позитивных морских, турецких, солнечных эмоций. Я пойду еще раз поплаваю и поеду уже поработать. Покажу вам потом какие-то кадры там по квартирам еще. Так, давайте что там мелочиться. Покажу вам так воду. Еще разок сниму, мне не жалко. Смотрите, какая чистая вода. Прекрасно. Сейчас градусник наш опустим. Померим. Естественно, она будет потихонечку охлаждаться. К декабрю уже будет посвежее. Так, видите, какая чистота. Музычка играет. Хочешь в кафе садись, хочешь просто на пляж. Так, сейчас наберется наша вода. Вы пока заряжаетесь морскими, как всегда. Пока что не пенными. Море не волнуется.
но все равно хорошими морскими пальмами. Там вон корабль подходит. Так, ну что у нас набралось? Давайте я вам достану, покажу. 27,2. Слушайте, я сегодня плавал там, было 26,8. Ну, она, во-первых, ко дню прогревается, в течение дня к вечеру еще 0,5 градусов. И там же у нас речка, сейчас на нее ничего не течет, потому что она перекрыта, но все равно она может немножко охлаждать. То есть гор сейчас воды нет, дождей нет. Вот поэтому здесь, видите, чуть теплее. То есть в зависимости от пляжа тоже может меняться на 0,3 градуса. Но это не так важно. 27 и 27. Тепло. Знаешь, на Балтике, да, там у вас, по-моему, 21 или 17 максимально прогревается. Встречал подписчиков, рассказывали. Все, оставляю вас на берегу и планирую параметры. Пятница вечер, значит, я оккупирую зал. Немного занимаюсь, как всегда. У меня получается, что в пятницу, четверг, вообще в любой день хаотично не привязываюсь. Бицепс, трицепс, жим немножко. Надо еще чем-то придумать. Всем спортивного вечера пятницы. И наш конец. Слили бассейн, все. Хотя сейчас такая погода, так тепло. 25 вечером. Днем 27. У нас еще середина ноября. Октября я что-то все время вперед забегаю. И я вообще с огромным удовольствием искупался бы. Тем более после тренировки. Вода теплая была, 26-27. Море тоже все 27 где-то. Даже если 25 было бы, я с удовольствием все равно купался. Жалко. Рано сливает очень. Так, ну что, у нас сейчас с вами 18 ноября. Смотрите, по ценам. О, помидорки, черри. Очень вкусные, кстати. 10 лир. Всего на 3 с копейками умножаем. Сейчас 3,2, кстати, курс стал. Раньше был 3,8. Цена капустка 10. Брокколи 10. Морква 15 за кило. Ну, грубо говоря, на 3 умножаете, получаете, да, то есть 45 рублей. Это по 15, капуста 15 на борщик. Вот сейчас папа у меня как раз здесь борщик сварил. 10, 40, 30. Редиска по 15. По 10 редисочка. Укропчик 10, лук 10. Зеленушка, в общем, вся по 10, по 30 рублей считаете. И пишите, как считаете, это вообще дорого, нет? Или какие цены у вас в городе и в стране? Вот мандаришки, смотрите, по 15. Очень вкусные, смотрите, что они зеленоваты, они все очень вкусные. Хурма, где мы живем, 25. Вот есть помидоры уже другие, видите, по 25. А, кстати, если на ту сторону пойти, у нас там линия, там вообще дешевые продукты. Они самые дешевые. То есть сейчас мы, кстати, давайте кругаля сделаем, туда тоже зайдем, посмотрим. Какой этот гранат по 15, смотрите, лир. Ну, 45 рублей, мне кажется, нормальная цена, да? За килограмм. Да? Так, яйца, смотрите, 3 лиры. Это за штучку, то есть десяток будет 30 лир. В магазине сейчас в шоке можно взять 30 штук. С 80, что ли, лир, ну до 100 лир. Вот эти 4 штуки, это видите, 4 таны, значит 4 штуки, 30 лир. Вот 50 есть, 25. Перчик красный по 20. Вот яблоки, смотрите. По 40 есть, но чуть дорого. Можно дешевле найти. Вот по 15, пожалуйста. Видно, что такие садовые, видите, свои грядочки, желтые, есть красные. Морква по 15. 30 лир. Пометил, помидоры хотел сказать. Бананы. Это, скорее всего, турецкие, потому что бананы еще бывают в магазине импортные. В 2 раза дороже. А турецкие тоже, кстати, очень вкусные. Они сладкие такие. Мандарин 10 лир. Вот розочки, смотрите, 300 лир. 20 штук. Хороший, красивый. Так можно букетик такой вот садовый взять. 50 лир. Очень приятно, когда дома стоят цветы. Взял немного цветочков. Дочке, маме, второй маме, Жаниной маме. Она тоже моя мама, считает. Жанне розочек немножко. Память на ту линию с вами сходим. Здесь у нас тоже, кстати, можно вещей не купить. Каких-нибудь. Ой, две цены. 250, по 200, по 300. Бывало раньше по 50 что-то было. Ну, футболки какие. Слушайте, по моему ощущению вообще, да, цены не выросли. Как были 10-15 лир, так все осталось. Ну, на этот мясо, да, подросло. Мясо, вот сейчас родители ходят, покупают. Фарш где-то в районе 1000 рублей за килограмм получается. Говядина тоже примерно, по-моему, так же. Курица, что-то рублей 600, по-моему. Вот если берешь целую курицу, 50 с чем-то лир, 50-60 лир. Свеженькая курица, хорошая во всех магазинах. Шок, Бим, там везде есть. Сколько на нас получается? 150 рублей там. Килограмм курицы. Там сразу, я вообще обожаю курицу целую, запечешь. И вообще классно.
И можно и грудку, и ножки оттуда взять. Можно там часть на суп, часть на это. Рыба до 200 лир, 180, 170, дорада. Где-то до 600 рублей получается на наши. Очень вкусная. Можно и мета прокатиться, там подешевле. Вот, кстати, мы идем с вами по ряду, здесь всегда все подешевле. Видите, апельсины по 15, мандарины по 12, слива, сколько там у нас? 30 слива. Вот слива по 20, поменьше, которые 25, 15, 10. Вон, и яблочки, видите, по 10, садовые можно набрать. 15, но это вот это не очень груша. Вот бананчики еще по 25, перчик 30, 20, 20, помидорки 20, огурцы 20. В общем, можно и за 10 найти, и за 20, и за 15, сколько любит. Иногда, мы тогда взяли как-то по 30 дорогие огурцы, и по 10 я вот здесь взял. То по 10 были вкуснее, чем по 30. В общем, можно подходить, пробовать, все, что хочешь. Так, виноград, видите, по 50. Вот нектарины по 30, вон там у нас справа. В общем, мне кажется, вот как было, все так и осталось. Да, вот можно, знаете, подойти на рынок и сказать, нифига себе, смотрите, черри 50 лир. Мы с вами там в начале за сколько их видели? Гораздо дешевле. Просто вот прошелся в одном месте дешевле, в другом месте дороже. Также в магазинах здесь, также в кафе можно зайти в кафе, которое там на набережной с обрывом. Там ценник будет в 2 раза, как минимум, выше, чем, а то и в 3 раза выше, чем где-нибудь на 3-й улице от моря, в каком-нибудь ресторане с хорошим мясом. То есть, видите, как все. Ну, сейчас клубник уже не сезон, 50 лир. Была по 20, сейчас сезон отошел. Ее, видите, вообще первый раз клубнику увидели с вами. А так, на самом деле, подросли чуть-чуть цены, но не настолько критично, как все там хайпуют, трубят, что прям безумный рост цен. Бензин тоже так держится, как он подрос до 40, а сейчас упал 35 лир бензин. Вот помидоры, смотрите, по 10. Хочешь обычные, хочешь черри. Мы, кстати, здесь все время тоже берем у этого мужика. Очень вкусные. Огурцы тоже, видите, по 10. То есть вот это вообще классно. Вот этот мужичок в одном месте всегда продает, и у него всегда здесь очередь, народ все не скупает. То есть походил, поискал. Где-то дешевле, где-то дороже. Вот. Я, честно говорю, на мясо выросли цены. Ну и то мясо, кстати, очень каждый день вредно есть. Курочку, рыбку очень полезно. Овощи. В общем, мне кажется, все как было, так и осталось. На технику, да, есть рост, потому что к доллару она привязана. Вот. Так все, относительно. Сейчас вообще всеобщая мировая инфляция, которая просто там и доллар обесценивается, и рубль, и лира. Лира, конечно, больше всех обесценивается. Но зато тем, кто к рублю живет, сейчас хорошо. Был курс 3,8, сейчас 3,2. То есть теперь русским дешевле. Сейчас, к выборам это рубль будет укрепляться, с 80 дойдет, а то и 75 будет. Лира пока, наверное, не будет укрепляться, поэтому россиянам вообще будет выгодно. Может, если курс будет 1 к 2, вообще шикарно будет приезжать и рубли менять. И курс будет классный. Так, все, я пошел до машины. В общем, все это дело относительно, понимаете, смотри, как посмотреть на это с какой стороны. Вот. Мне не нравится, когда, конечно, многие так вот хайпуют. Можно снять такой ролик. Цены в Турции адские. Все бегут из Турции. И пойти снять реально помидоры на углу по 50 лир. Предложить видео, когда ты снимал раньше за 10 лир. И сказать, охренеть, да? А пройдешь в другую сторону, по 10 показал. Вы знаете, мне все по-честному, я всегда вам показываю. Тут ничего особо такого сильного роста не было. Видите, у меня кайт, доска, на которой я сегодня не покатался. Ну, в общем, вот так вот. Все нормально. Ничего здесь сильно не выросло. Так, ну что у нас? Субботний вечер. Музыка, колоночка и спортзал. Сегодня занимаюсь опять. На кайте не покатался, поэтому активный заряд. Всплеск гармончика с тренажерами. Так, вчера ездили в Алтын-Ташу. Сегодня у нас другая задача. Сегодня надо найти квартиру под ВНЖ. Точнее, мы их нашли, у нас они есть. Сейчас ездим, показываем. То, что под ВНЖ даже 2+1, кстати, есть в открытом районе. Давайте я вам быстренько покажу шикарнейший вариант. Смотрите, 2+1 здесь у нас необычный. Сейчас увидите, здесь у нас зал, там балкон. Там здесь в целом комплексе вообще чего только нету. Даже ресторанчик есть. Такая гостиная. Здесь у нас шкаф. Здесь у нас кухня отдельная. Все продается с мебелью, техникой. Там тоже такой мини-балкончик есть.
Потом здесь у нас санузел с душевой кабиной. Здесь у нас детскую спальню можно сделать, можно даже обычную спальню сделать, просторную. Вот и здесь у нас спальня. Все с мебелью, с техникой идет. Есть спальни, окна в пол. Метров, наверное, 70-75, так, на скидку. Цена 155 тысяч. Для моря где-то, 5-6 километров по линейке. Вот такая вот красотища, свой ресторанчик, свои бассейны, несколько штук. Балкон увидели другой. Так, тренажерка, все есть. И солнечные ванны, конечно, тоже есть. Класс, да? Может даже на море есть банановые рощи, пихты, беседки, смотрите. В общем, варианты разные есть, видите, можно свеженькие дома найти по хорошей цене. Еще и 2+1. Кстати, при покупке, то есть надо учитывать, что не только в топу должно быть 75. Но и чтобы оценщик показал, это очень важно, заранее рассчитать, связаться с оценщиком. Вот, в общем, мы все это заранее делаем, проверяем, что бывают случаи, что люди покупают и в НЖ потом не могут оформить. Либо туристик дают им на полгода, и все очень печально становится. Поэтому нужно работать только с профессионалами. Вот здесь есть лицензированные риэлторы, которые работают, все это делают в нашей команде. Так что приезжайте, все сделаем по красоте. Так, давайте сейчас еще одну вам квартиру покажу. Мурат Паша. Где-то у нас 2-3 километра, в районе 3 километров до моря. Квартира сейчас на ремонте, она уже заканчивается. Видите, все полностью обновили. Душевую полностью обновили. Площадь большая. Видите, это у нас спальня. Уже выводы есть под батарею. Потом у нас видите, новые двери ставят. Все покрашено. Вот еще у нас спальня. Даже не скажу, что она детская совсем. Не детская, это окошко выглядит. Тут есть соседи, есть зеленушечка. Немножечко там дальше посмотрим. Так, пойдемте с вами дальше. Это еще не все. Смотрите, получается, раз комната, 2 комнаты. Там у нас санузел, сюда поворачиваем. Здесь еще кухня, сейчас до нее дойдем. И 3-я комната. Видите, кухня отдельная, как наша трешечка. Получается, огромное вообще просто пространство. Смотрите, такой площади. Классно. Район Мурат Паша. Пойдемте еще на балкончик выйдем. То есть балкон еще можно застеклить. Да, вот это турецкое остекление полностью закрылось, полностью открылось. Вообще огромный. Сейчас все это уберется весь ремонт. И будет у вас зеленушечка, красота. Вон даже парковочка есть. Открытая. Вот, но без бассейна. Цена в районе 100 с копейками прям стоит. Ну, вообще, по 2 НЖ обалденный вариант. Считайте, трехкомнатная квартира. Как бы считается на 2+1, но кухня огромная. Здесь прям хоть стол поставь, хоть диван. Видно, замок закрывается. Смотрите, есть даже своя беседка. Вот так вот можно мотоцикл себе поставить. В общем, неплохо. Потому что снаружи, видите, такой тихий спальный райончик. Все прям тихо. Никто не бегает, не шумит.